Приветствуем вас в нашем увлекательном путешествии по культуре Южной Кореи, где мы окунемся в мир традиций, истории и неповторимого колорита через 5 самых значимых корейских праздников. Эти даты не просто красные дни в календаре, они являются живым отражением души нации, ее прошлого, настоящего и будущего. Приготовьтесь к погружению в мир, где каждый праздник рассказывает свою историю, обогащая нас знанием и вдохновением. Погнали! Сеоллаль не просто Новый год по лунному календарю. Это время, когда вся Корея встречается с семьей, чтит предков и загадывает желания на будущее. Этот день – символ обновления и надежды. Люди одеваются в традиционные костюмы ханбок, готовят праздничные блюда, такие как такбук – это суп из рисовых лепешек, который символизирует прибавление 1 года к возрасту. Но самое трогательное – это церемония чхаре, поклонение предкам, демонстрирующее глубокое уважение к корням и истории семьи. Весьма важная добрая традиционная дата для корейцев. В этот день дети исполняют ритуал глубокого поклона перед родителями, выражая свое уважение и желая им сэхэ пок мани подысэйо, что означает «получите много новогодних благословений». Этот момент полон глубокого смысла и теплоты, ведь в ответ родители дарят детям новогодние деньги, символизирующие успех и благополучие в предстоящем году, а также делятся своей мудростью через тактам, небольшую мудрую речь, которая передает жизненные уроки и наставления. Этот праздник показывает переплетение традиций, которые крепко засели в культуре Кореи. Чусок, известный как Корейский день благодарения, это время, когда урожай собран и сердца наполнены благодарностью. Этот праздник объединяет семьи, которые собираются вместе, чтобы поделиться урожаем и выразить признательность предкам за их благословение. Основной деликатес праздника – санпён, сладкий рисовый пирог с начинкой из бобов, каштанов и семян сезама. Чусок – это также время для традиционных игр и танцев, включая гангансуле, когда люди берутся за руки и танцуют в кругу, символизируя единство и счастье. Также принято дарить подарки не только семье, друзьям, но и коллегам по работе. Они часто включают в себя продукты питания, такие как спам, что стало настоящей традицией с времен войны. Чусок – это день, когда благодарность, семья и традиции становятся центром внимания. Учит людей дарить радость и благодарность. День освобождения Кореи встречается с особым чувством патриотизма и гордости за страну. Это время, когда вся нация объединяется, чтобы отметить момент, когда Корея обрела свободу от японского колониального правления в 1945 году. На церемониях поднятия флага, которые проходят по всей стране, воздух наполнен благодарностью к предкам за их борьбу и жертвы. Молодое поколение в этот день напоминает себе о ценности свободы и мире, которые были завоеваны такой высокой ценой. 6 июня в календаре Южной Кореи выделен особыми красками. Это день памяти, когда вся страна единогласно склоняет головы в знак глубокого уважения и благодарности к тем, кто отдал свою жизнь за свободу и будущее нации. Этот день озарен памятью о бесчисленных жертвах, сделанных во время Корейской войны, и в борьбе за независимость, охватывая не только события севера против юга, но и героические поступки всех, кто пожертвовал жизнями за светлое будущее страны. Ежегодно, ровно в 10 утра, весь Корейский полуостров погружается в минуту молчания. Это момент, когда замирает сердце нации, воздавая почести не только корейским гражданам, но и международным союзникам, поддержавшим страну в ее тяжелые времена. Флаги приспускаются, затихает музыка, останавливается движение. Все эти жесты выражают глубокую скорбь и одновременно безграничную благодарность. Но даже в этот день скорби, в сердцах корейцев живет неугасимая искра надежды и веры в светлое будущее. День памяти – это не только время грусти, но и повод для гордости за ту стойкость и жертвенность, благодаря которым сегодняшняя Корея может смотреть в завтрашний день с надеждой и оптимизмом. Этот день напоминает нам о ценности мира, единства и той силы духа, которая позволяет преодолевать испытания, сохраняя при этом веру в лучшее. Вспоминая прошлое, мы черпаем вдохновение для будущего, стремясь к миру, процветанию и гармонии. День детей в Корее – это праздник, подчеркивающий бесценное значение детства и будущего страны. 5 мая страна превращается в огромную площадку для радости и семейного веселья.
Парки, музеи и развлекательные центры наполняются детским смехом, предлагая увлекательные программы и мероприятия для юных граждан. В этот день каждый ребенок чувствует себя особенным, погружаясь в атмосферу волшебства и безграничных возможностей. Этот праздник не только радует детей развлечениями, но и напоминает обществу о важности внимания к благополучию и развитию младшего поколения. Данный праздник – это символ стремления к созданию лучшего будущего совсем еще юным гражданам, где каждый из них обладает правом на счастье, образование и заботу. В этот день подчеркивается, что дети – это наше будущее, и их благополучие является приоритетом для всей страны. День Хангыль – это не только отмечание величайшего достижения королевского двора Кореи, но и праздник корейского языка, который стал символом национальной идентичности и культурного наследия. Корейский алфавит, созданный в 1443 году королем Сиджоном, считается одним из самых логичных и систематизированных алфавитов в мире. Его изучение не только открывает двери в увлекательный мир корейской культуры и истории, но и считается относительно легким и приятным процессом, хотя и имеет свои особенности. Корейский язык стремительно набирает популярность и входит в топ изучаемых языков мира благодаря растущему интересу к корейской культуре, музыке и кинематографу. Этот праздник напоминает нам о важности языка как средства объединения людей и передачи культурных ценностей. Добрая и нужная дата, которая по праву имеет место быть. И вот мы подошли к завершению нашего увлекательного путешествия по 5 самым важным и колоритным корейским праздникам. Но прежде чем мы расстанемся, давайте задумаемся на мгновение о том, как эти дни отражают суть корейского народа, его устремления и мечты. Каждый праздник несет в себе уникальный урок, от важности семьи и благодарности за урожай, до памяти о прошлом и надежд на будущее. Эти традиции напоминают нам о том, что несмотря на все технологические достижения, корни и культура всегда будут играть ключевую роль в формировании нашего «я». Также эти праздники выступают как мост между прошлым и настоящим, позволяя молодому поколению не только почтить традиции предков, но и адаптировать их к современному миру, сохраняя уникальную культурную идентичность Кореи. Это напоминание о том, что в мире, где все быстро меняется, важно уметь находить баланс между новым и старым, между глобализацией и сохранением собственной уникальности. Итак, какие уроки и вдохновения вы унесли для себя из этого видео? Какой праздник вам показался наиболее близким по духу и почему? Поделитесь своими мыслями и историями в комментариях. Возможно, у вас есть свой уникальный опыт, связанный с корейской культурой или традициями, который вы хотели бы рассказать. Мы с нетерпением ждем ваших историй и размышлений. Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, полные познавательного и вдохновляющего контента. Ваша поддержка и активность помогают нам создавать еще более интересные и глубокие материалы. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. До скорой встречи в новых путешествиях по миру культур и традиций.